Дети пришли из школы и застали дома одну плачущую маму. Ни папы, ни его вещей не было. Подтвердились самые плохие прогнозы Наташи и Максима. Отец ушел. Слишком долго они с мамой ругались и спорили в спальне. Уже, наверное, как месяц или два. Да, Оля действительно скрывала от детей то, что их отец нашел другую женщину. Вначале были всего лишь подозрения. Леша юлил, врал и, наконец, признался сегодня утром, за что был выкинут с вещами из дома. «Папа от нас ушел?» Чуть не плача спросил Максим. «Да, ушел. У него там на стороне свои интересы», со вздохом ответила мама. Папа поначалу навещал детей и ходил с ними на прогулку. На вопрос, почему он их оставил, он делал круглые глаза и говорил, что мама его сама выгнала. Не мог же он сказать, что изменял жене. А раз Оля им правду не рассказала, то можно было сделать из себя жертву обстоятельств. «Папа, а какие интересы у тебя на стороне?» спрашивал при встрече с отцом Максим. «Ну какие?» – Леша запинался. «Работа, например, моя, рыбалка, футбол. Может быть, это маме не нравилось, она меня и выгнала?» Наташа с Максимом обвиняли мать в эгоизме. Мол, сама любишь наряжаться, а папе разве на рыбалку сходить нельзя? Но дети еще были маленькие. Максиму 7 лет, Наташке 9 лет. Ну что, она их будет посвящать в грязные взрослые разборки? Нет, не будет. Да и в конце концов, это взрослые расстались. Это ей он изменил и ее бросил, а не детей. Хотя настрой детей ей и не нравился. Иногда хотелось сказать правду, только вот боялась она за них. Папа стал появляться в их доме все реже. Зато к маме стал захаживать какой-то лысый мужичок, ее коллега. Дядя Юра не нравился детям. Какой-то он мягкий, немужественный, не такой, как папа, который похож на голливудского актера из боевиков. Да и вообще, нечего тут ходить, около мамы хвостом вилять. Может быть, мама и выгнала отца из-за этого лысого? Сначала просто думали, а потом уже точно убедились в своем мнении. Вот он, из-за кого у них нет папы. Ведь как мама смотрит на него, как они разговаривают. Детей все это раздражало. Да, родители последний год не смотрели так друг на друга, они больше ругались. И этот дядя Юра был для них как кость в горле. Дети рассказывали про дядю Юру отцу. Тот лишь самодовольно ухмылялся и говорил: «Да знаю я про этого деревенского недотепу. Нашла же мама мне замену. Вот если б кого, как я, так нет же, этого выбрала». Но потом папа уехал. Он пришел попрощаться с детьми с какой-то нервной дамой, которая даже не обращала внимания на детей, а торопила отца в аэропорт. Она им не понравилась, как и дядя Юра. Позже было только редкое общение с отцом по видеосвязи и новость, что у них скоро будет братик. Эта новость была мрачной. Им не хотелось никакого брата. Им хотелось, чтобы мама и папа были вместе, и все было как раньше. Но потом стало еще хуже из-за того, что мама расписалась с дядей Юрой и привела его в дом жить постоянно. Дети негласно объявили ему бойкот, всячески игнорировали и придумывали ему всякие подлянки. Они рассчитывали так от него избавиться. А вместе они сила, и они смогут. Каждый вечер перед сном они обдумывали свои шаги на завтра. «Давай ему в тарелку супа насыпем много соли», – предлагал Максим. «А давай еще ему носки ножницами порежем», – продолжала Наташа. Одна задумка была хуже другой, и дети не боялись получить даже нагоняй от матери. Но, о чудо, мама никогда не ругалась, а детей это еще больше злило. Почему дядя Юра не жалуется, не устраивает скандал? Ведь если бы он устроил скандал, и мама бы это увидела, то его бы выгнали. А если бы дал ремня, то и вещи ему бы не отдали. Хотя отец бил их ремнем, и иногда совсем не по делу. Но мама всегда была на их стороне.
Может быть, дядя Юра все тщательно скрывал, а может, уговаривал мать не поднимать панику. И как он все это терпел несколько месяцев, они никак не могли понять, ведь столько пакостей не мог выдержать никто. «Юр, ну, может, я их все-таки поругаю? Поговорю с ними», — говорила Оля тихо, хоть дети уже спали. «Олечка, это дети. Я им никогда не заменю отца, и ты это понимаешь. Просто такая реакция. Подожди немного». Так уже прошло больше, чем полгода. Значит, надо еще немного времени. Тем более у меня для них есть сюрприз. Тебе только не понравится. И какой? Уже более спокойно спросила Оля. Сюрприз должен быть для всех, в том числе и для тебя. Но поверь, хоть сначала ты и будешь злиться, но потом не пожалеешь о таком подарке. Оля всю ночь думала о том, что решил сделать Юра, но и мысли не было, что же он придумал. А на следующий день он сделал то, что изменило отношение детей к нему в один момент. Юра принес в дом щенка маленькой собачки. Мама для приличия поворчала, но все же улыбалась. Вот и сюрприз, о котором он говорил вчера. Максим с Наташей замерли от счастья. Папа был категорически против животных в доме, а дети так мечтали именно о собаке. Бойкот негласно тут же был отменен, ведь теперь у них есть собака. А какая у собачки порода? А это мальчик? А как его зовут? Вопросы от детей сыпались с бешеной скоростью. Это той-терьер, а имя ему еще не придумали. Как назовете, так и будет. Пока дети спорили по поводу клички, взрослые ушли в спальню. Да, ты был прав, когда сказал, что я буду злиться. Нельзя было со мной посоветоваться. Но ведь тогда бы ты не разрешила, как ребенок отвечал ей муж, как будто оправдывался за разбитую тарелку. Оля крепко его обняла. Ну и хорошо, что не посоветовался. Я бы точно не разрешила. А так дети счастливы. Давно я их такими не видела. В комнату вбежали Максим и Наташа. «Знакомьтесь», — сказали они так, как будто представляли королевскую персону. «Это Тошка». Щенок резвился и бегал от детей к взрослым. Давно вся семья так не смеялась, а дети составляли график, когда и кто будет с ним гулять. «Ты же понимаешь, что скоро выгул ляжет полностью на нас?» — тихо сказала Оля перед сном. «Конечно», — ответил муж, — «и я понимаю, что выгул будет на мне, ведь это была моя идея». Потом у дяди Юры появилась машина, и они всей семьей летом ездили на пикники. Шашлыки, бадминтон, игра с Тошкой. Все как-то мило, и дядя Юра начал нравиться детям, хотя они чувствовали свое предательство по отношению к папе. Как так, что им нравится новый муж мамы? Ведь надежда, что папа вернется, еще была, хоть и совсем маленькая. Чем больше их тянуло к дяде Юре, тем чаще они рвались к компьютеру, чтобы поболтать с папой. Но у него постоянно не было времени, братик рос. Да и во время их общения он все больше говорил о брате, о том, как он начал ходить, как что-то узнает, и совсем не интересовался их успехами. Поэтому и дети уже перестали звонить ему часто, а потом и совсем. Сначала решили папе проверку устроить, ждали, когда он соскучится, а потом и вовсе забыли о нем так же, как и он сделал давно. Когда Максим пошел в 4 класс, у него возник конфликт с толстым одноклассником Васькой. Тот постоянно задирал его. В один из дней Макс пришел домой, хлюпая носом, включил компьютер, позвонил папе и показал ему синяк под глазом. «Кто это тебе его влепил?» – спросил отец. «Васька Быков», – обиженно проговорил Максим. «На то он и Быков, чтоб бодаться», – засмеялся отец своей шутки. «Ну так дай ему тоже в бубен». «Не могу, он на голову выше меня, да еще и толстый». «Ну тогда запишись на бокс, натренируйся и наваляй этому Ваське. Ну все, мне пора».
С твоим братиком надо погулять». Было обидно. Ничего конкретного отец не сказал, а ведь Максим так ждал совета. А у кого еще спрашивать совета, как не у родного отца? Зато все это слышал дядя Юра и куда-то ушел на час. Он просто проходил мимо комнаты мальчика. Не было у Юры привычки подслушивать, а тут и сам не знал, почему остановился. А когда все услышал, то сразу решил, что надо делать. На следующий день Васька хмуро попросил у Макса прощения. Такого Максим точно не ожидал. Он собирался, наоборот, прятаться от обидчика. «Чего это ты?» – удивился Макс. «Твой батя приходил и с моим разговаривал». «Что, подрались?» «Нет, наоборот, еще и руки друг другу пожали. Но твой батя сказал, что ты ему не жаловался. Тогда откуда он узнал?» Макс пожал плечами. Он действительно не понял, как это все произошло, но почувствовал к дяде Юре глубокое уважение. «Твой батя», — сказал Васька. И действительно, так хотелось дядю Юру назвать папой. В общем-то, о чем он ему вечером и поведал. Долго готовился к этому разговору, а потом просто забыл всю подготовленную речь. «Так в чем вопрос, сынок?» — ответил ему дядя Юра. Так отчим стал папой, и Наташа присоединилась. Ей уже давно хотелось назвать дядю Юру отцом, но она стеснялась признаться, а тем более признаться об этом брату, ведь тот еще продолжал изредка звонить отцу. А вот Наташа не звонила, она вообще полностью о нем забыла, но ей нравилась забота отчима, нравилось, как он их всех бережет, что мама часто улыбается и нет дома скандалов. Чуть позже, когда Наташа стала старшеклассницей и без 5 минут выпускницей, мать застала ее целующейся с парнем в подъезде. Был грандиозный скандал, пока папа Юра не вернулся с работы. «Из-за чего скандал?» – спокойно спросил он у взъерошенной Оли и плачущей Наташи. «Тискается по подъездам с каким-то потлатом!» – закричала Оля. «Совсем стыд потеряла. Об учебе надо думать в эти годы». «Что за пошлое выражение? Об учебе надо думать», — усмехнулся Юра. «Будто если она расстанется с этим парнем, то перестанет о нем думать. Наоборот, у Наташи будет постоянно плохое настроение, депрессия. Она скатится в учебе». «Сама-то когда начала с Лешкой встречаться?» — шепнул он ей на ухо. «Я же все знаю. Об учебе надо было думать». Потом он ушел в комнату Наташи, успокоил ее, рассказал, как вести себя с парнями, что хотят они в этом возрасте и какие могут быть последствия. Рассказал просто, доходчиво, без нравоучений, даже с юмором. Так вот просто и по душам поговорили. Наташа открыла ему все свои тайны и опасения, все свои страхи по поводу своей внешности и то, что этот Пашка ей совсем не нравится, но он обратил на нее внимание, а ведь ее одноклассницы уже давно встречаются с парнями, а она все нет, вот и стала встречаться с ним. Юра рассказал ей, какая она красивая и хорошая, а также умная, и что многие боятся умных девушек, поэтому выбирают того, кого легче добиться, и что если ей не нравится парень, то совсем не обязательно встречаться с ним из-за того, что так делают все. «Спасибо, папа», — успокоившись, сказала Наташа. «Скажи, а почему у тебя нет своих детей?» «Переболел в детстве сильно», — ответил Юра. «Как видишь, не получилось с детьми. А зачем, если у меня есть вы?» Оля была еще немного нервная, когда Юра пришел в спальню. Он успокоил ее. «Ну что ты так сразу? Все будет хорошо, и с этим потлатым она не будет встречаться». «За что мне такой муж достался?» — улыбаясь, сказала Оля. «Потому что ты прекрасна, и наши дети тоже прекрасные и умные. Не переживай по пустякам». Так они и жили дальше. По пустякам старались не нервничать и много разговаривали, делились всеми переживаниями.
Оля иногда даже ревновала детей к Юре, потому что ей рассказывали меньше, чем ему. Но это просто потому, что не хотели, чтобы мама лишний раз нервничала, а папа Юра выслушает и посоветует по делу. На Юрин юбилей, когда дети уже были студентами, Максим спросил у него: «Пап, когда мы были маленькие, ты же наверняка замечал, что мы те гадости делали. Почему ты нам ничего не говорил и маме не жаловался?» «Конечно, я замечал все эти соленые супы, резаные носки и прочее», — усмехнулся Юра. «Дело в том, что я и сам так делал в 8 лет, когда у меня появился отчим. Только еще изощреннее, не буду даже рассказывать. Мне было смешно, когда он орал от возмущения, и мне от всех попадало. Но он был действительно сволочной мужик и много бед маме принес. Но я же знал, каким я буду для вас, поэтому прощал вам все эти проделки». «Ты лучший папа на свете», — сказал Максим. А Наташа все слышала и просто обняла крепко папу, который хоть не по крови, но очень родной и любимый. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.